Дорогие друзья, я Лариса Милосердова, специалист в области реабилитации высшей категории. Я работаю с ковидными больными, начиная с реанимации, и разработала комплексы, которые очень эффективны на всех этапах этого заболевания. Я покажу вам несколько комплексов дыхательной гимнастики для пациентов разной степени тяжести. Комплексы несложные. Для этого вам понадобится кровать, стул и немного пространства для упражнений в положении стоя. Первый комплекс физической реабилитации ковид-пациентов для тяжелобольных. Щадящий режим – это лечение положением. Ковидные больные большую часть времени должны лежать на животе с подушкой под грудью. Поворот из положения на животе на бок, на другой бок и на спину являются самостоятельными упражнениями. Использование пульсоксиметра во время исполнения дыхательной гимнастики рекомендовано. Исходное положение лежа на животе, опираемся на предплечье. На вдохе, отталкиваясь, прогибаемся на вдохе и опускаемся на выдохе. Расслабление. Еще раз прогнуться, вдох, опустить голову, выдох. Выполняем это упражнение 3-4 раза. А теперь усиливаем это упражнение. Опираемся не на предплечье, а на кисти рук. Прогибаемся на вдохе, опускаемся, расслабление на выдохе. И также это движение выполняем 3-4 раза. Исходное положение тоже поочередное сгибание ног в коленях. Следующее упражнение. Ноги согнуты, скрестно в стороны. Следующее упражнение. Имитация. Ползем по-пластунски. На выдохе сгибаем правое колено, подтягиваем его к правому локтю. Выдох. На вдохе ногу на место. То же самое левой. Выдох. На вдохе на место. Итак, продолжаем выполнять 3-4 раза. Хорошо. Комплекс 2. Щадящий режим. Исходное положение лежа на спине, изголовье приподнято на 30, 45, 60 градусов. Упражнение первое. Диафрагмальное дыхание. На вдохе живот надуть. На выдохе втягиваем живот, медленно выдыхая долго-долго. Рот в трубочку с сопротивлением. Выполняем 3-4 раза. Вдох носом. Раздвигаем грудную клетку на вдохе. На выдохе сжимаем ее руками. Выдох долгий-долгий с сопротивлением. Второе упражнение. Реберное дыхание. На вдохе раздвигаем грудную клетку. На выдохе сдавливаем, выдох с сопротивлением, долго-долго-долго, выдох до последней капельки, выдох.
продолжение этого упражнения выдох толчками. И еще одно продолжение этого же упражнения. Вдох, раздвигая грудную клетку, выдох толчками, прокашливаясь. Третий, верхнегрудной тип дыхания. Руки под ключицами. На вдохе раздвигаем грудную клетку кверху в ключичном направлении. На выдохе прижимаем грудную клетку сверху вниз. Долгий-долгий выдох сопротивления. Исходное положение тоже, руки под ключицами. Вдох носом, раздвигаем грудную клетку в ключичном направлении, а на выдохе массируем по кругу эту область. Исходное положение тоже, руки под ключицами. На вдохе раздвигаем грудную клетку кверху, вдох, а на выдохе поем звук А с поколачиванием грудной клетки. Эти упражнения являются дренажными. Они способствуют отходу мокроты. Следующее упражнение. Лежа на спине, ноги врозь. На вдохе руки в стороны. На выдохе правой ладошкой накрываем левую в повороте. На вдохе руки в стороны. Левой ладошкой накрываем правую в повороте. Вдох. Выдох, 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 длинный выдох. Вдох, выдох, 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 выдох. Следующее упражнение. На вдохе правая рука вверх, на выдохе поворачиваемся влево, наклоняемся с кровати, как будто хотим достать тапочки. Выдох. Исходное положение. Левая рука вдох, на выдохе наклончик в противоположную сторону с кровати. Выдох, выдох. Достаем тапочки. Следующее упражнение. На вдохе руки вверх, на выдохе берем колено, подтягиваем к груди, выдох, 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 выдох. На вдохе руки вверх, на выдохе другое колено, подтягиваем к груди, выдох, выдох, выдох. То же самое толчками.
То же самое с прокашливанием. Комплекс дыхательной гимнастики для больных COVID номер 3. Щадящий тренирующий режим. Упражнение, сидя на стуле. Уже знакомое первое упражнение — диафрагмальное дыхание. Вдох, живот надуваем, на выдохе втягиваем, долгий выдох с сопротивлением, как через трубочку. Второе упражнение – реберное дыхание. Сидим прямо, без опоры, руки на грудную клетку. На вдохе раздвигаем ребра в стороны, вдох. На выдохе сжимаем ребра с боков кпереди, выдох, 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 выдох до конца. То же самое толчками на выдохе. Самое с откашливанием. Руки под ключицами. Верхний грудной тип дыхания. Вдох. На выдохе придавливаем сверху вниз грудную клетку. Выдох. То же самое толчками. То же самое откашливаясь. Вдох. Раздвигаем грудную клетку кверху. На выдохе ладошка на ладошку и массируем верхушки бронхиального дерева. То же самое с поколачиванием. Следующее упражнение. На вдохе поворот за рукой. На выдох с опорой о колени, длинный выдох, 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 в наклоне вперед, пониже, выдох. Следующее упражнение. Раздвигаем грудную клетку сзади, вдох. На выдохе повороты вправо-влево, массируя грудную клетку.
руки на грудной клетке. На вдохе раздвигаем грудную клетку в сторону, вдох. На выдохе правой рукой упираемся в грудную клетку и наклоны вправо, левая рука вверх. Тоже в другую сторону. На вдохе руки в стороны. На выдохе колено к груди, выдох. Тоже толчками. Тоже с прокашливанием. На вдохе руки вверх, на выдохе пружинистые наклоны вперед к полу с прокашливанием. И плюс к этому золотое сечение всех дыхательных упражнений, размашистые упражнения для верхнего плечевого пояса. Они известны вам еще с детства, со школьных зарядок. Руки внизу, круговые движения в плечах вперед и назад. Кисти к плечам, те же круговые движения вперед и назад. Руки в стороны, большие круги вперед и назад. Правая рука вверх, левая вниз, размашистые движения, смена положений рук. На вдохе руки в стороны, на выдохе обнять себя за плечи, за лопатки с одновременным самомассажем. Уважаемые пациенты, эти комплексы вы должны делать 1, 2, 3 раза в день, исходя из вашего самочувствия и состояния. Пациентам в щадящем режиме можно делать не полные комплексы, 1, 2, 3 упражнения, но несколько раз в день. И еще одно предупреждение. В интернете очень много сейчас комплексов, которые не только не по силам людям, перенесшим COVID, но и даже достаточно тренированным людям. Поэтому я вас прошу, не перегружайте себя, не выполняйте упражнения в сопротивлении руками, ногами. Старайтесь основную, трудную часть упражнения выполнять на выдохе с расслаблением, так значительно легче и полезнее.